Всем привет! С вами Валерия. Приглашаю вас заглянуть в мой волшебный мир творчества. В этом выпуске я покажу вам, как можно смастерить оригинальный органайзер в виде старинного замка из бросовых и простых доступных материалов. Надеюсь, вам понравится. Высоту, размеры, форму и количество башен меняйте на свое усмотрение, отталкиваясь от имеющихся у вас в наличии материалов. Так как башня, задуманная на заднем плане, должна быть выше остальных, то для того, чтобы канцелярия не проваливалась, я частично заполняю ее картоном.
Каменную стену можно сымитировать при помощи гофрокартона или термоклея. Под действием дула горячего термопистолета пенопласт начинает плавиться. Таким образом можно сформировать необходимый нам рельеф, похожий на скалы. Далее при помощи термоклея имитирую каменную стену. Работу оклеиваю туалетной бумагой при помощи столярного клея ПВА с водой в равных пропорциях. Также можно использовать бумажные полотенца или салфетки и применить обычный клей ПВА.
Окрашиваю работу черной акриловой краской. С окрашиванием я немного поэкспериментировала и посмотрела, как работа будет выглядеть в разных цветах. Сначала нанесла серую акриловую краску, затем немного белой и окрасила двери и камушки в коричневый цвет, то есть придала замку более натуральный вид. Для сравнения, две башни на заднем плане окрасила бронзой. На этом этапе я как-то долго не могла определиться с окончательным вариантом, потому что мне нравился замок и в натуральном цвете, и в стилизованном варианте под металл. Добавлю промежуточное фото, чтобы вы могли определиться, какой вариант вам больше понравится. Замок в таком варианте можно дополнить кусочками мха, флока и небольшими пучками искусственной травы. Но я все-таки остановилась на классическом варианте в бронзе. Перекрыла все свое художество черной акриловой краской и нанесла бронзу, немного золота и белого перламутра. Покрываю работу акриловым лаком, использую обычный строительный лак полуглянцевый.
В итоге из нескольких ненужных баночек и бумажных бобин получился вот такой интересный органайзер. Расположение башен и цветовое решение выбирайте на свое усмотрение. Буду рада, если мой мастер-класс вам понравится и пригодится. Всем моим подписчикам, как всегда, огромный привет! Спасибо каждому из вас за то, что вы у меня есть. Мне очень приятно, что работы вам нравятся. И особенно довольна, когда вы пишете, что у вас все получается, и это поднимает вам и окружающим настроение. Получая поток ваших позитивных эмоций, желание творить у меня многократно увеличивается. Всем моим зрителям желаю волшебного вдохновения и успехов в творчестве. И самое главное мое пожелание – это мирного неба над головой. До новых встреч!